По какой-то неведомой причине принято считать, что все без исключения ученые отрицают продолжение жизни за смертью биологического тела и уверены в том, что ничего кроме небытия там нет. И это якобы давно доказано и подтверждено официальной наукой. Это, конечно же, не так. Чудовищное и крайне вредное заблуждение, которое, тем не менее, продолжают разносить невежественные люди, убежденные лжецы, а также добросовестно заблуждающиеся граждане. Ранее мы уже разобрали несколько примеров по-настоящему великих ученых, которые посвятили десятилетия исследованиям потустороннего мира и доказали его существование, а также выживание личности после смерти тела. Если еще не смотрели, посмотрите эти видео. Информация в них крайне важна для понимания нашей темы и обретения уверенности в существовании так называемой жизни после смерти. Сегодня же разберем еще один такой случай и увидим, как не просто отдельно взятый ученый убедился в вышеприведенных фактах, а целая династия заслуженных деятелей науки пришла к тем же самым выводам. Академик Владимир Михайлович Бехтерев – поистине выдающийся человек, чье имя будет жить, пока живет человечество, и даже сверх того. Он был русским и советским психиатром, основоположником рефлексологии и патопсихологического направления в России. Академик, невролог, физиолог, тайный советник, генерал-лейтенант медицинской службы русской императорской армии. В чинах и наградах этого великого сына Земли можно потеряться. В 1907 году он стал основателем психоневрологического института в Санкт-Петербурге, первого в мире научного центра по комплексному изучению человека и научной разработке психологии, психиатрии, неврологии и других человековедческих дисциплин, который работает и поныне как Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени Владимира Михайловича Бехтерева, или всем известная Бехтеревка. На протяжении всей своей удивительной жизни и карьеры Владимир Михайлович занимался изучением мозга и психики человека, опередил свое время на множество десятилетий и в итоге пришел к тому же, к чему до него приходили другие носители великих имен. А именно, смерть является иллюзией, укоренившейся в человеческом обществе благодаря его чрезмерному погружению во все материальное и забвению всего духовного. Сознание и личность человека – это незримые для человеческих глаз неуничтожимые энергии. Жизнь каждого человека продолжается и после гибели его биологического тела, а мозг не является носителем мысли, сознания и личности. Бехтерев первым подвел под это действительно строгую научную базу и доказал это на основании достижений неврологии и психологии тех лет. Своими выводами он поделился в книге «Бессмертие человеческой личности как научная проблема». Подытожил свои исследования в этой области и свой путь познания духовного мира в целом академик Бехтерев короткой и емкой фразой, обращенной к своим коллегам-медикам. «Смерти нет, господа, это можно доказать». Его не остановило ни скептическое отношение коллег, ни риск утратить все свои регалии и награды, положение в научном сообществе, ни перспектива прослыть сумасшедшим среди обычного народа. Владимир Михайлович был одним из тех великих людей, для кого правда и прогресс человечества стояли на первом месте. Эту установку он передал и своей внучке, Наталье Бехтеревой, пошедшей по его стопам и добившейся еще больших успехов в изучении человеческого мозга, сознания и определении доказательств жизни после жизни, чем ее знаменитый дед. Академик Наталья Петровна Бехтерева – советский и российский нейрофизиолог, крупный исследователь мозга, кандидат биологических наук, доктор медицинских наук, профессор.
В 1990-2008 годах научный руководитель Института мозга человека Российской академии наук, ныне носящего ее имя. Начав свою карьеру со стойкого скептицизма и отрицания продолжения жизни после смерти человека, она, обладая пытливым умом, открытым к новым знаниям, не могла не отметить, что в жизни постоянно происходят странные события и явления, которые невозможно объяснить с точки зрения редукционной науки. Так, медленно и постепенно она пришла к сенсационным выводам, которые неоднократно публиковала в своих работах и за которые в итоге была оплевана коллегами и многими современниками. Мозг не является носителем сознания, а является чем-то вроде его приемника и передатчика во время физической жизни. Сама же жизнь сознания, или так называемой души человека, никогда не прекращается. Сейчас уже известно и многократно проверено, включая и личный опыт вашего покорного слуги, ставшего свидетелем огромного количества потусторонних явлений после ухода на тот свет его самой родной и близкой души. Открывая духовный мир, исследователь встречает и его раскрытие себе навстречу. Открываясь духовному миру, погружаясь в его исследования, Бехтерева отмечала удивительные явления, начавшие происходить и с ней. Она начала видеть вещи и сны, предчувствовать события и получать удивительные духовные откровения и подсказки для исследований и экспериментов, как будто из ниоткуда. Это не выдумки. Подтверждаю, все действительно так и происходит, стоит начать погружаться в исследование потустороннего мира. Оттуда сразу же и весьма охотно начинают выходить навстречу исследователю, совершенно безвозмездно и безусловно предлагая бесценные дары, освобождающих от страхов и тревог знаний. Но вернемся к Бехтеревой. Однажды в ее жизни случилась ужасная трагедия. Ее пасынок совершил самоубийство, а вслед за ним земной мир покинул и ее муж, не сумевший пережить смерть сына. Так, в один миг, как и многие из нас, она потеряла сразу всех по-настоящему родных и любимых людей. Спустя некоторое время в квартире Бехтеревой стали происходить невероятные явления. Раздавались звуки шагов невидимых ног, дыхание невидимого рта, звучали слова, которые было некому сказать, и ощущалось незримое присутствие. Сегодня мы уже знаем, что это довольно обычная история, случающаяся со многими, кто связан со своими усопшими близкими узами искренней и взаимной любви. Но то было совсем другое время. Бехтерева, будучи крупным ученым, подходила ко всему с позиции строгих проверок, а не слепой веры, поэтому каждый раз фиксировала эти явления при помощи свидетелей. Однажды она увидела материализацию, или по-другому призрак, своего усопшего мужа за окном ее дома. Она погасила состояние первичного шока, пригласила к окну ассистентку, которая была знакома с ее мужем, и та, придя в ужас от увиденного, подтвердила, что это действительно он. С тех пор сомнений у Бехтерева, как и у ее деда, не осталось совсем. Жизнь действительно не прекращается за гранью физического существования, и все мы переживем свои тела, чтобы продолжить наше удивительное путешествие по Вселенной рука об руку с нашими родными и любимыми душами. Генерал-лейтенант Алексей Юрьевич Савин, начальник управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с 1989 по 2005 годы, доктор технических и философских наук, профессор, почетный доктор Европейского университета, возглавлявший советскую пси-разведку и руководивший программой так называемых по американской терминологии «мозговых войн», еще в советское время встречался с академиком Натальей Бехтеревой и очень долго беседовал с ней на тему души человека. Она сказала ему: «Алексей Юрьевич, поверь, душа у человека есть, и это открывает ему дорогу в бессмертие». Бехтерева была уверена, что душа из воплощения в воплощение растет. В конце концов, душа достигает такой степени зрелости, что ей нет смысла возвращаться в тело.
Зачем ей лишние испытания? Она остается в невидимом мире и там начинает управлять разными процессами, событиями и реальностями. Вот как описывает околосмертный опыт, о котором мы уже говорили отдельно, Наталья Бехтерева. Выход чего-то, по-видимому души, из тела со всеми последующими процессами наблюдался к этому времени уже гораздо большим количеством лиц, чем требуется для доказания существования вновь обнаруженной физической частицы. Далее она пишет: «Надо сказать, что базирование нашей биологии на примитивном материализме привело к тому, что мы по существу работали в рамках коридора, ограниченного невидимой, но очень колючей проволокой. Ученый ни при каких обстоятельствах не имеет права отвергать факты на том основании, что они не вписываются в его мировоззрение. С моей точки зрения, в этом случае разумнее переосмыслить позиции». На завершающем этапе своей жизни, на основе огромного жизненного опыта и багажа знаний, Бехтерева написала: «Сегодня очевидно, тело без души не живет, а душа без тела живет. Или живет то, что может быть соотнесено с понятием души». Можно говорить все, что угодно, но это выводы людей, которые посвятили всю свою жизнь и всех себя служению науке, изучению мозга человека, достигли на этом поприще беспрецедентных результатов и выстроили безупречную репутацию. Разве есть какие-то причины не доверять таким людям, придумывая и веря в различные и ничем не обоснованные байки про то, что они сошли с ума или спились на старости лет? К этим, по сути, одним и тем же выводам на протяжении сотен лет приходят тысячи ученых, изучающих потусторонний мир, великих, известных и не очень. Предполагать, что все они сошли с ума и сделали это одинаковым образом – абсурд чистой воды. Заслуги Натальи Петровны, знания, изложенные в ее работах и книгах, которые она оставила после себя, вдвойне ценны и доказательны, так как она получала их и делилась ими в условиях значительно более враждебных, нежели ее дед. Атеистическое государство СССР при всех своих великих достижениях имело один глубочайший изъян, который в итоге и погубил его. Оно отрицало любую духовность и сосредотачивалось исключительно в области материального – денег, металла и бетона. Исследования нематериального в Советском Союзе запрещались и порицались, а те, кто пытался их проводить, отстранялись от науки и финансирования, пока сосредоточенные исключительно на земном, все больше погружались в материю и вместе с собой погружали туда всех остальных. Нет ничего удивительного в том, что в итоге партийная номенклатура вместе со своими молодыми пособниками и продала свою страну со всем ее населением за эти зеленые фантики. Тем не менее, Советский Союз просуществовал более 70 лет, и мы буквально в свою кровь, в свои гены впитали это отрицание всего духовного и фиксацию строго на материальном. Пройдет еще немало лет, прежде чем мы и наши потомки сможем принять выводы великой династии Бехтеревых, искренне поверить в них и очиститься от вредного бездуховного влияния и наследия Советского Союза в этой области. Однако это то, что необходимо делать и к чему нужно направить все наши устремления. Ведь это очищение и есть то самое лекарство от злобы, ненависти и жестокости, которое сегодня всем нам так нужно для спасения себя и нашей невероятно прекрасной планеты.